Согласитесь, что очень интересно познакомиться поближе с любимыми марками автомобилей и узнать, почему же именно этот логотип красуется на всех автомобилях бренда. Сегодня из выпуска вы узнаете увлекательные истории 5 логотипов популярных автопроизводителей, их смысл, а также посмотрим, как они менялись с течением времени. Корни логотипов многих автопроизводителей тянутся из начала прошлого столетия и все еще несут в себе достаточно символизма и интриги в малоизмененном виде. Дизайнеры иногда лишь осовременивают вид логотипа, оставляя его суть неизменной. Автомобильная индустрия — одна из тех немногих, которые устремлены одновременно и в прошлое, и в будущее. Бренды стремятся вперед, создавая великолепные серийные машины и безумные концепт-арты, и только сохраненные логотипы внешне связывают сверхсовременные автомобили с историей завода. Так поступает большинство автопроизводителей, но некоторым брендам пришлось пройти долгий путь ребрендинга до выбора своего визуального образа. Начнем с одного из самых загадочных логотипов — логотипа Альфа-Ромео. Эмблема этого бренда сразу выделяется на фоне других, а также отличается некоторой загадочностью. На нем изображен красный крест на белом фоне слева и змея, держащая во рту человека справа. Откуда эта связь? Это благодаря одному из сотрудников компании, Романо Катанео. История гласит, что он изобрел логотип Альфа в ожидании трамвая на станции Пьяцца Кастелло в Милане. Романо был вдохновлен флагом города и гербом семьи Висконти, правившей Миланом в средние века. Интересно, что существовало несколько гипотез о символике герба. Некоторые утверждают, что змея ест человека, а другие говорят, что зверь не ест, а выплевывает человека, что является символом возрождения и очищения. А вы к какой гипотезе склоняетесь? Не менее интересная история происхождения логотипа Audi. Несмотря на то, что некоторые связывают логотип Audi с Олимпийскими играми, за кольцами немецких автомобилей скрывается другая история. Эта история начинается в 1932 году. Именно тогда 4 автомобильные компании того времени — Audi, DKW, Horch и Wanderer — объединились в Auto Union. Это была реакция на разрушительный экономический кризис, который одновременно поразил мир. 4 кольца в логотипе символизируют 4 компании, которые вместе реконструировали бренд Audi. Другой немецкий бренд, о котором мы поговорим, это BMW. Круглый бело-синий циферблат, черный обод и слово BMW означают, что мы и по сей день имеем дело с настоящими жемчужинами автомобильной промышленности. Но откуда взялась эта идея автомобильных логотипов из Баварии? Существует 2 теории по этому поводу. Первая и более известная гласит, что логотип символизирует вращающийся пропеллер самолета. Вразумительное объяснение, учитывая, что компания начинала с производства авиационных двигателей. Согласно второй теории, би-синий щит символизирует флаг Баварии, который изначально представляет собой шахматную доску этих цветов. Однако этот тезис несколько спорен, потому что когда был создан логотип BMW, немецкий закон о товарных знаках запрещал использование в них гербов или других национальных символов. Поэтому представители баварской компании утверждают, что двухцветный щит имитирует пропеллер самолета и что сходство с баварским флагом полностью случайно. Теперь перенесемся в Японию и поговорим о Toyota, чей логотип менялся нечасто. Первые автомобили имели значок с латинским названием компании. Тогда Toyota еще называлась Toyoda по фамилии владельца. Интересный факт. Изменение одной буквы в названии компании связано с символикой, что очень важно для японцев. Слово Toyoda по-японски написано 10 штрихами, а Toyota всего 8. По мнению японцев, 8 означает счастье и благополучие. Но вернемся к логотипу. Овалы, которые мы знаем сегодня, появились только в 1989 году. Компания никогда официально не раскрывала их значение, поэтому клиенты сами выдвинули несколько гипотез. Одни считают, что пересекающиеся овалы символизируют доверие между компанией и клиентом. Другие утверждают, что символ представляет собой глобус и рулевое колесо, что говорит о международном производстве высококачественных автомобилей, а пространство, служащее фоном, заключает в себе идею глобальной экспансии технологии Toyota и ее безграничного потенциала в будущем. Также мы не могли оставить без внимания логотип еще одной всемирно известной марки автомобиля — Mercedes-Benz. В 1926 году произошло слияние компаний Бенца, создателя первой машины с бензиновым двигателем, и предпринимателя Даймлера, образовав всемирно известную компанию Daimler-Benz AG. Объединенной эмблемой стала трехлучевая звезда Mercedes-Benz в лавровом венке или в круге. Автомобили Mercedes в наше время маркируются таким значком. С тех пор логотип претерпел незначительные изменения, а окантовка лаврового венка превратилась в максимально простой круг. Хотя логотип Mercedes существует уже более 120 лет, большую часть своей истории он выглядел примерно так же, как и сейчас — звезда из 3 лучей. Звезда символизирует доминирование компании на земле, в море и на небе. Логотип Mercedes-Benz — пример чрезвычайно эффективного корпоративного логотипа. Благодаря своей поразительной простоте, ясности и последовательности его очень легко запомнить и распознать. Серебристый цвет отражает утонченность, креативность и совершенство, а черный — элегантность, целостность и чистоту. На данный момент знак Mercedes стал одним из самых популярных и узнаваемых логотипов в мире. Действительно, у логотипов автомобилей есть свои секреты. Как
видите, все вышеперечисленные бренды придумали идею логотипа уникальным образом. Интересно, что еще скрывается за известными нам автомобильными компаниями, если углубиться в их прошлую историю? Какая история показалась вам наиболее интересной? Пишите в комментариях. На этом у нас все. Всем огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. До новых встреч!